Добрый день. IT Украина рада приветствовать вас всех сегодня в эфире. У нас сегодня вторая встреча с Ларри Филбруком, с мэтром ToP фасилитации, с маэстро, мы так его называем, мы все учимся у него. Спасибо, Ларри, что согласился помогать нашим молодым украинским фасилитаторам. Они молодые не по возрасту, а по начинке знаний. Вот, спасибо большое. И я рада всех, кто нас будет смотреть на YouTube. И, пожалуйста, задавайте вопросы прямо на YouTube, мы будем их видеть, будем выводить в эфир к Ларе. И надеюсь, что сегодня будет классный разговор. И разговор называется Ask Me Baby. Спроси меня, малыш. Анюта Трофименко нам сегодня помогает с переводом. Спасибо, я передаю лидирующую роль Ларе и Ане. Спасибо, Ларе. You're welcome. Good evening, everyone. Добрый вечер. So, I'm glad to welcome you back to the second webinar. And we're going to Рад приветствовать вас сегодня на втором вебинаре. We're going to continue our conversation about the focused conversation method. Сегодня мы продолжим разговор о методе сфокусированной беседы. Now, we said this was for new facilitators, but I recognize several people on this call, so I don't think you actually get to call yourself new. You're experienced or at least intermediate facilitators, and that's okay. We can still talk to each other. На самом деле мы планировали эту серию вебинаров для начинающих фасилитаторов, но так как я узнаю большинство из людей, которые находятся здесь, я могу сказать, что вы совсем не новенькие, но это ничего страшного, потому что мы все всегда всему чему-то учимся. Can we just start with a quick introduction of yourself and what a recent facilitation experience you've had? Я предлагаю начать со знакомства и с ответа на вопрос, какая последняя из фасилитаций вы проводили? Какую последнюю фасилитацию вы проводили? Can we go from left to right? So that means, Anna, you're first. Мы начинаем слева направо, и это значит, что начинаю я. Здравствуйте, меня зовут Анна, я помогаю переводить встречи Ларри. Hello, my name is Anne, and I'm trying to help Larry to host these webinars. Okay, Svetlana. Светлана. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я исполняющая обязанностями директора общественной организации ToP Украина, которая принесла эту методологию в Украину. Успешно мы шествуем по стране. Последний раз я проводила фасилитацию с группой из 10 фасилитаторов на конференции в городе Березань под городом Киевом. Это была успешная конференция. Спасибо всем, кто в ней принимал участие. Svetlana, do you want me to translate it? Yeah. Yes, of course. So Larry, Svetlana introduced herself and said that she did a great job during the last months in Berezan that was facilitating process in some non-profit organization, it seems to me. It was a huge experience for her, and she thanked everybody who took part in it. Excellent. Sergey, do you want to introduce yourself? Сергей, вы хотите представиться? Конечно, я очень люблю представляться. Of course, I like to introduce myself really, really much. Здравствуйте, Сергей Сухобойченко, Варшава. Hello, my name is Sergey, and I'm from Warsaw. В настоящее время мы создали группу Media IC. So we created Media ICA group. И сопровождаем медиаканалы онлайн-трансляции. And we technologically support media translation of that channel. Спасибо. Thank you. And next. Кто следующий? Ларри. Oh, that's Natalie. Нет, следующий Ларри. У меня по списку следующий Ларри. Natalie says that Larry has to talk. I will talk in a minute, don't worry.
Не переживайте, я буду разговаривать через буквально минуту. Is that Andre next? Андрей, следующий. Здравствуйте, Казаченко Андрей, Варшава. Техническая поддержка трансляций, медиаканалов. Рад вас видеть. Надеюсь, сегодняшняя встреча будет интересна для всех. Hello, my name is Andrei and I'm from Warsaw. I am representing the technical support and it's nice to see everybody and hope to have a very interesting meeting. Good. Natasha, Natalie, you want to say something about something you facilitated recently? Наташа, хотите рассказать о чем-то, фасилитацию, какую вы проводили в последнее время? Конечно, хочу. Всем привет. Hello, everybody. Всем привет. Последняя фасилитация, это был консенсус на модуле MBA во Львове. Вот собственники очень зажглись этой идеей и сказали, что фасилитация это то, что им сейчас надо. So the last facilitation she held was the consensus workshop during lecturing in MBA LV, and everybody was so happy that they decided to implement this tool into the organization. Excellent. Прекрасно. Vladimir says we need to just read his writing because he's having trouble speaking where he is. Владимир говорит, что мы должны читать то, что он говорит, то, что он пишет, потому что у него не получается говорить, потому что он находится в офисе. So, hello, Larry, do you need the translation of that? No, I can actually read what he's writing in Russian. I can read it in English. Good. This is very cool. Cool. Next to Vladimir is a face I think I recognize, but I don't know the name. Рядом с Владимиром лицо, которое я узнаю, но я не знаю имени. Меня кто-то слышит? Вы кто? Я Ирина Приходько. Да, Ирина, мы вас слышим. Да, к сожалению, не могу себя показать, потому что 2 суток лежу в кровати. Okay, this is Irina speaking, and she's introducing herself now. Я совсем начинающая, и последняя, можно сказать, фасилитация была по АРИПу на лаборатории молодых фасилитаторов. Мы как раз отрабатывали, спасибо Ларе, за вводный вебинар, мы как раз отрабатывали более глубоко этот метод. So Irina is a kind of newbie, and the last facilitation that she held was during the laboratory of new facilitators. And she thanks Larry for that first webinar because it was really useful and they used everything that you told them like during that webinar. Меня слышно? Добрый день. Добрый. Да, слышно, да? Ага. Ларри, я приветствую. Это, видимо, то лицо, которое вы узнаете. У меня тоже на линейке рядом с Владимиром. Меня зовут Ольга Гулая. Hello, Larry. This is Olga Gulaya, and probably that is the face you recognize. Yes. Я бизнес-тренер и ToP-фасилитатор. Последняя фасилитация, в которой я принимала участие в разработке и подготовке проведения отчасти, это была фасилитация в городе Березань, о которой говорила Света Соломатова. I'm a business trainer and ToP facilitator, and the last facilitation I held was during that event that Svetlana mentioned in Berezan town. И тема касалась децентрализации в городе Березань. And the topic was about the decentralization of the city Berezan. Все, спасибо. Very good. Thank you. Between Irene and Olga, is there somebody else, Natalia? I'm different, Natalia. Между Ирой и Ольгой. Да, здравствуйте. Слышно ли меня? Yes. Тоже не буду показывать, как Ирина, свое лицо, потому что я только вылезла из кровати, буквально неделю была с вирусом, и сегодня привожу уже себя в норму, потому что завтра, послезавтра в тренинговом режиме. А как вас зовут? Меня зовут Наталья Павлова.
So my name is Natalie Pavlova, and if you don't mind, I won't be showing my face because of some, hard weeks. It's okay. You don't have to. You don't have to show your face. We believe you exist. Вам совсем не нужно этого делать, Наталья. Продолжайте. Хорошо. Последняя фасилитация, если я правильно поняла вопрос, да, который нужно было в представлении. Последняя фасилитация, которая у меня была, это фасилитация как раз связана с изменением ролей HR в одной из IT-компаний. Сейчас есть вопрос перехода от роли HR как babysitter, да, к роли HR как бизнес-партнер. Okay, so as for my last facilitation that was devoted to the changing of HR roles in the organizations, and we spoke about the changing from babysitter HR to business partner HR. Да, и очень интересный такой проект, там будет много сессий, и все это закончится большим грандиозным еще и мероприятием, которое посвящено тому, чтобы пиарить эту роль в компании. So this project is really huge because we will be having a lot of sessions, and this project is going to end, to finish like with a big corporate event. Fantastic. Да, очень интересный проект. Yes, that is a very interesting project. I've done several projects like that with different organizations. У меня на самом деле было очень много проектов, связанных с этим в различных организациях. About 15 years ago, I facilitated a series of workshops, CEOs and HR heads for all the European companies in Taiwan on HR as a strategic function. На самом деле, 15 лет назад я проводил достаточно много различных семинаров и воркшопов, которые касались и собственников, и генеральных менеджеров. И мы говорили все время о том, какие стратегические сессии, какое стратегическое планирование должны проводить HR для того, чтобы стать какой-то крупной единицей в организациях. The conclusion by the CEOs was the biggest issue was the HR directors, and the HR directors' conclusion was the biggest issues was the CEO. На самом деле проблемы всегда возникали у CEO, возникали проблемы с HR-директорами, а у HR-директоров проблемы возникали с CEO. So we had a good time discussing how they could both let go of their assumptions and actually work together. И на самом деле мы проводили достаточно весело время, решая и обсуждая, как на самом деле они могут решить эти проблемы и отпустить их с миром. It also gave me several long-term clients. Подобные проекты также дали мне достаточно длительные проекты с долговременными клиентами. So tonight what we're going to talk about is ORID. Oh, I'm supposed to say what I've been doing in facilitation. I just was facilitating a group in China 2 days ago. Я только что провел фасилитацию в Китае 2 дня назад. The focus was about developing new style of leadership for the future. И фокус был ориентирован на развитие лидерских способностей в будущем. And I'm designing 2 workshops right now that I'll be holding later in April. One is for a company that wants to change their organizational structure, and the other is for a company that is trying to figure out their employee value proposition. И на самом деле сейчас я занимаюсь дизайном 2 фасилитаций, которые я буду проводить в апреле. Одна из них связана с изменением организационной структуры в компании, а другая будет о том, как работать с ценностями сотрудников. And this week I'm training facilitators for a multinational company in Hong Kong. На этой неделе я провожу фасилитационный тренинг для мультинациональной компании в Гонконге. Last week I was training facilitators in Korea. На прошлой неделе я делал то же самое в Корее. Larry, come on! That's enough. That's enough for today. For right now. No, I mean you have a very busy life. And I'm talking to Ukraine tonight.
А сегодня я разговариваю с Украиной. А я говорю о том, что у Ларри очень жизнь такая сильно занят ум. So 2 weeks ago we had a webinar, and Итак, I asked if there were any questions. Итак, 2 недели назад у нас состоялся первый вебинар, и я спрашивал, есть ли вопросы, были ли вопросы. And you gave me some questions, and then I asked also the groups that I was training in facilitation in other countries if they had questions. I ended up with 8 pages of questions. Вы задали мне вопросы, на самом деле прислали мне вопросы. Тот же вопрос был задан группам, которых я учил фасилитации, и я попросила их тоже прислать свои вопросы, и в итоге у меня получилось вопросов на 8 страниц. So we're not going to go through all of those questions tonight. Everybody would die in the process. Конечно же, сегодня мы не будем заниматься всеми этими 8 страницами, потому что мы погибнем в процессе. But later, if you want those questions later, you can ask Svetlana or Anna or Vilya, and they'll be glad to give them to you. But I'm afraid they're only in English right now, the questions and my answers. Если вы заинтересуетесь этими вопросами, вы можете попросить Светлану, и она предоставит вам эти 8 страниц, но, к сожалению, они все пока, и вопросы, и ответы, они на английском. But what I thought we'd do tonight is we're going to take a little bit of time just on ORID itself and do a little practice of brainstorming questions. And then I'll go through a few of the questions that came up, and we can discuss possible answers. Что я хочу предложить вам для работы сегодня? Я хочу вам предложить пройти снова по технологии Арипа, затем немножко сделать каких-то практических упражнений, включая мозговой штурм, и затем, если у нас останется время, мы займемся ответами на те вопросы, которые вы мне прислали. If during our session more questions come up, please feel free to type them on the side, and I will add them to the list later. Если в процессе нашей сессии у вас появится больше вопросов, пожалуйста, не стесняйтесь, печатайте их в групповом чате, и я позже добавлю их в список, в основной список вопросов. I'm trying to figure out how to get my ORID up on the screen. I did it before, and now You did it twice before, so you have to... I did it twice before, and now I can't figure out what I did wrong. Let's see here. Ларри сейчас пытается вывести на большой экран наши слайды с технологией RIP, и мы начнем. Larry, first activate your file on computer. First make, yes, it's activated. No, it's activated on my computer. Yes, next go to the video room and click on the green button. Yeah. And next, show your screen to us. I just went to my shopping window. I didn't even know I had a shopping window. Sometimes it happens. Don't worry. Now I will find this. You can lead this conversation, and I will operate this. А вы можете, Светлана, сделать? Да. Сейчас я найду слайд. Can you open the file? Because I can't find it right now. Yes, I will do it. You can. Я могу тоже это, в принципе, сделать, если вы мне расскажете. Сделай. А вы расскажете как? У меня оно на рабочем столе, просто очень близко. What we thought we would do is... Yeah, go ahead. Анечка, пожалуйста, вот сейчас активизируй этот файл. Затем нажми на зеленую кнопочку на экране. И нажми на... Показать экран? Файл. Да, показать экран. И там среди разных опций нажми на файл, и он у нас появится на экране. Если нет, давай. Нажала, оно не появилось. Есть? Видно? Было только что. Сейчас есть. Да, есть, все в порядке. Yes. Есть только если ты его еще, знаешь, развернуть на... Да, больше, просто разверни... показ слайдов. Да, там, где показ слайдов. Да, есть. Спасибо. Thank you, Anna.
Только теперь я не вижу ничего, ну, в смысле, я могу Все ты только увидишь. нажимать. Все окей. Все нормально. Да. Ты будешь только теперь слышать. Да. So, Larry, it seems to me that we are on. Good. And I just found the place where I could actually do it again. Okay. So, what I'd like to do is to have people look at the focus conversation again, and what we want to do is to take a topic that we can all work on and just brainstorm some possible questions. Что я хочу, чтобы сейчас сделали люди, это посмотрели снова на этот метод, и затем нам нужно выбрать какую-то тему для того, чтобы все вместе мы работали над этой темой, и потом мы бы провели мозговой штурм. So if you notice on the slide, on the second slide here, we thought we would. There are three topics that we thought of that we might talk about together. One is a specific, have people reflect on a project you're actually working on. The second one is the webinar that I did 2 weeks ago. And then the third is some significant meeting that they've had, but to brainstorm possible questions to one of these topics. Ларри сейчас предлагает выбрать один из 3 вариантов темы, которые вы видите на слайде, и затем подумать о возможных вопросах, которые можно поставить к данной теме. Is there one of these 3 topics that you would prefer? Есть ли какая-то одна из этих тем, которую вы предпочитаете больше всего? А верните картинку с темами, пожалуйста. Картинка с темами висит. А у меня висит сфокусированная, я поняла, что... Вот они, эти темы. Проект, на котором вы сейчас работаете, последний вебинар, в котором вы участвовали, важная встреча, которая произошла недавно. Видите? Только я не понимаю, где надо тему выбрать. Вот мне тоже. Света, подскажи, что нажать, чтобы светилась тема. Ну, вопросы эти. Слайд, видите? Анида, ты сейчас показываешь на экране, показывается только первый слайд. Переключи, пожалуйста, на второй. Так у меня второй. А у нас первый. У нас второй, все нормально. У меня первый. Сейчас все видят на экране? Я сейчас на экране вижу тебя. Меня видишь? У меня по-прежнему. Вот у меня теперь второй. Это я на кого переключилась? Это я на. Ага, это я на Ларри переключилась. Вы переключитесь на меня. На меня. Переключитесь на Аню у меня стоит первый слайд, а на Лэри у меня стоит... Нажмите, пожалуйста, на Лэри, и вы увидите. Да, на Лэри у меня стоит... Все, вижу, да? Все в порядке, да. У нас тут нет общей темы на всех. Вы можете выбрать какую-то одну, которую... Ну, вот, например, последний вебинар, в котором вы участвовали. Ну, имеется в виду Ларри вебинар. Okay. Ну, давайте с этим, давайте с вебинаром, потому что многие смотрели в записи, я думаю, что это будет от чего отталкиваться. Ну все, сейчас прям по полюшу я не смотрела, ну ладно, я согласна. So they decided to choose the last webinar that they participated in. Okay. So then, if we take the last webinar, Если мы будем говорить о последнем вебинаре, what would be some objective questions that we might ask that would, if we were going to reflect on the last webinar, what would be some examples of objective questions? Подумайте, пожалуйста, о вопросах, об объективных вопросах, которые могут быть заданы для того, чтобы мы стали работать над этой тематикой, над этой темой последним вебинаром. And you can either speak these or you can type them, either one. Вы можете либо печатать, либо можете их говорить. Наверное, лучше печатать, чтобы они оставались в памяти.
Ларри пишет в чате, какие слова вы помните? I'm not putting the right answers here. I'm just brainstorming. So anybody else, please feel free also to brainstorm. Я не даю никаких вам подсказок, я просто занимаюсь мозговым штурмом. Ларри пишет в чате, какая была тема разговора. Larry, I'm translating everything that I know what you're doing. I was laughing because I accidentally made "was" all in caps. That was not intentional. But here is everything is okay. It was about leadership. What other questions? What names or types of leaders did we talk about? Какие имена или, может быть, стили, типы лидерства мы об этом говорили? I remember that you said that Mao Zedong was not your type of leader. Yes, I did say that. Ларри спрашивает, какие имена или типы лидеров мы вспоминали. Okay. Ой, а подскажите, одна я только запуталась. Нам нужно вопросы генерировать или нам нужно ответы давать? Вопросы генерировать. So, the key at the objective level, the key is that we're asking questions that anyone who participated or who viewed the video after could answer without too much thinking. Чем мы сейчас занимаемся? Мы генерируем вопросы, на которые люди, которые смотрели вебинар или которые смотрели вебинар в записи, могут ответить без сильно не думая над этими вопросами. And where it gets difficult for people sometimes is that as a facilitator or as a participant, people think the questions are too easy. И что может быть сложностью для фасилитаторов или для участников, они могут иногда думать, что вопросы слишком легкие. And so they want to answer, they think they're supposed to answer a more difficult question. So they think you're trying to trick them. И на самом деле они думают о том, что им нужно отвечать на какие-то сложные глобальные вопросы. Когда вы задаете им такие простые вопросы, им все время кажется, что вы пытаетесь их как-то обмануть. But what you're actually trying to do is to give them a chance to be aware of their own attention, to be aware of their own awareness. Но на самом деле, чем вы занимаетесь, задавая такие вопросы, все это приводит к тому, что они становятся осознанными, и они осознают самостоятельно эти вопросы. So, like, Olga, your question, which according to my translation, which may not be correct, is what new knowledge have you received? The word new in that phrase has to be apparent to them. If it's not apparent, if it's not automatically apparent to them, then the word new would shift that to being an interpretive question. Вот сейчас я смотрю на все эти вопросы, которые пишете на русском языке, и если мой переводчик переводит неправильно, то все эти вопросы относятся, можно объединить единым вопросом. Какие новые знания или все что угодно вы получили от этого вебинара. И здесь такой момент, что участники должны понимать, что это слово «новое», оно должно быть для них очевидно, ответ на этот вопрос. Если ответ на этот вопрос для них не очевиден, тогда этот вопрос касается уже рефлекторного уровня. Exactly. And so if you have to think about what that means, what that word new means in that context, then you're pushing them to do a deeper reflection than just what they saw or experienced.
Если вы заставляете при помощи своих вопросов, заставляете их думать о том, что означает это слово новое или что оно является для них, тогда вы переходите на более глубокий уровень, на рефлекторный уровень. So, does this make sense to everybody? Should we go on to the reflective level? Все понятно? Или можем ли мы переходить к рефлекторному уровню? I'm not sure what word you're typing in Russian, but it's translating into English as "yup," which is very good. It's just casual. That's interesting. So, what would be some reflective questions? Now we've asked all the pieces about what people remember, etc. Now at the reflective level, it's the level of emotion, of feeling, of intuition. Итак, мы переходим к рефлексированному уровню. На первом уровне мы задали вопрос, что они помнят или что им запомнилось больше всего, а на этом уровне мы уже говорим об эмоциях, чувствах и ассоциациях. Когда вы были удивлены, пишет Ларри в чате. Когда вы были обеспокоены, смущены, озадачены. So you can ask questions directly where you mention an emotion, or you can ask questions more broadly in the sense of what were the feelings that emerged for people. Вы можете задавать вопрос прямо, либо вы можете задавать вопрос обтекаемо, какие-то были чувства, с чем они были связаны, сделать более широкие вопросы. Also, because this is because we're doing this virtually, it also means people can be triggered by things that are not a part of the conversation, but because there are other electronic or other kinds of experiences that can actually trigger emotional responses in people. Так как мы проводим сейчас наш вебинар виртуальный, то на самом деле люди могут срабатывать эмоционально на всякие разные штуки, не только которые касаются непосредственно темы вебинара, но то, что может быть связано с электрическими какими-то девайсами или с электрическими проблемами. This is not a good or a bad, it's just something to be aware of. Это на самом деле не хорошо, не плохо, это просто мы должны это понимать. Мы обсуждали, в прошлый раз мы обсуждали лидерство. Итак, какие чувства по поводу лидерства возникают у вас? Или о чем вы слышали, о каких чувствах вы слышали от других людей? Vladimir, your timing was perfect. I thought of a question relating to that at the same time that you remembered that I was connected to Martin Luther King. Ларри пишет в чате, что когда кто-то напомнил о Мартине Лютере Кинге, Ларри вспомнил о своем детстве и как он участвовал в марше. But this is one of the pieces of the reflective level, is to remember that this is also the intuitive level.
So it's not just the emotional level. Вы должны также всегда помнить о том, что это не только эмоциональный уровень, но и интуитивный уровень. So we're trying to think of questions or ways to invite the group to be aware of all of their responses. Итак, мы пытаемся, not why they have them, but just the fact that they're having them. Мы пытаемся заставить группу подумать о способах, при которых они будут осознавать на самом деле, какие эмоции и чувства они испытывают, и отвечать на вопрос. Larry, can you repeat the last phrase? Why? Yeah, you're not asking them why they had that connection. You're asking them what connection they made. So in other words, the fact that I was inspired when somebody else mentioned Martin Luther King, and that got me thinking about my childhood connection to Martin Luther King. Not where that took me or why that took me, just the fact that it took is at the R level. Ларри говорит о том, что мы должны помнить о тех фактах, куда могут принести нас эти воспоминания, эти эмоции и чувства. Например, когда кто-то напомнил ему о Мартине Лютере Кинге, он вспомнил сразу, это его привело к факту его детства и то, как он принимал участие в парадах, посвященных Мартину Лютеру Кингу. But this is the reason that groups often move very quickly from the R level to the I level. They move very quickly from the emotional experience or the intuitive connection to why they made that connection. So they've moved on into the next level. И на самом деле это может быть является причиной, почему группы так быстро могут двигаться от рефлекторного к интерпретативному уровню, потому что они должны отвечать на вопрос, почему и какой конкретно факт привели меня эти воспоминания. So we have to think of enough questions and enough opportunity to keep people at the reflective level. Мы должны придумать достаточно вопросов, которые будут помогать людям переходить от рефлекторного к интерпретативному уровню. Shall we go on to the I level? Можем ли мы переходить к интерпретативному уровню? So what are some questions we might ask at the interpretive level? Now we've reconnected people to their memory. We've reconnected them to their emotional level. Now we actually want them to do some thought or some processing of what happened in the webinar. Теперь, когда мы связали людей с памятью, когда мы провели связь с эмоциональным уровнем, теперь мы можем им задавать вопросы о том, какие мысли их посещали во время последнего вебинара. Какие инсайты получили. Каким образом разговор, который мы провели, мог повлиять на ваш стиль лидерства? So, Svetlana, your statement, I began to think more about what else more I could do to be helpful to others. So if we were going to say that as a question, what question would we ask? Вам нужно, Светлана, вам нужно то, что вы написали, и если это написала Светлана, то вам нужно это сделать в форме вопроса, вопросительного.
доктор. Yes? My translation got to one of Olga's words, and it made it a very strange word that is not in English. Okay, Olga wrote, what conclusions can we make on the basis of the information we got? Okay. And Vladimir says, what are the ways of leadership exist? What are the ways that exist? Good. And yes. Svetlana asks, what kind of leadership, what way of leadership can help me to be more helpful to other people? Okay. Now the last couple of questions there are a really great example of an interpretive level question that you could then actually ask everyone personally to do some writing or do some thinking about, and then come back and share. So rather than just ask the question and have them speak, if you asked either Vladimir's, what kind of leadership is more suitable to me, or Svetlana's, any of those questions, it really gives people a chance to think. If you let them have a minute or two, it can help them. Thank you, Larry. You're very kind. So, последние два примера вопросов, которые задают Владимир и Светлана, это очень прекрасные виды вопросов, которые могут привести на самом деле людей к тому, что они могут дать какой-то письменный ответ, или они могут говорить об этом. Они, например, могут взять время тайм-аут для того, чтобы подумать, затем вернуться и высказаться по этому поводу. И на самом деле эти вопросы прекрасный способ и прекрасный шанс для этих людей говорить. The reason I say that is often if you ask that question and just ask people to speak, it sounds arrogant to speak out. But if you give them a few moments to write, then when they speak, it allows them to say it in more, whatever you call it, humble or serious or something way. Почему причина, по которой я это упоминаю? Потому что если вы, например, попросите людей сразу же говорить и сразу же давать ответы на эти вопросы, это может прозвучать надменно с вашей стороны. А если вы дадите им время подумать, и если вы дадите им время написать свой ответ, то это тогда позволит людям подойти к этому вопросу более серьезно и высказаться более глобально. Shall we go on to decisional? I'm aware of our time. Shall we go on to decisional level? Скажите, пожалуйста, можем ли мы переходить к последнему уровню принимающего решения? For this kind of conversation, the decisional level is kind of easy. Подобный вид разговора на этом уровне достаточно легок. Что вы собираетесь делать сейчас? Larry, did you get that translation? What's that? Svetlana wrote the question to your and the answer to your question. What are you going to do now? Is this for you? That's good. I just thought of a different interpretive level question, and so which then would give you a different decisional level question. So, what is the new style of leadership called for now? Could be an interpretive level question, which would then lead to the decisional level question, which is, how can we do this together? На самом деле, Ларри говорит, что он сейчас придумал о новом вопросе с интерпретативного уровня. И вопрос этот звучит,
какой новый стиль лидерства может быть применен, должен быть использован или будет сейчас актуален, и что в свою очередь приведет к совершенно другому вопросу на уровне принимающего решения. Вопрос этот будет звучать как, что мы можем сделать вместе, как мы можем это сделать вместе, и как мы можем поддержать друг друга. The key is to make sure that your interpretive level is setting up your decisional level. What you don't want to do is ask a decisional level question if they're not prepared for. На самом деле, самое главное здесь и самое основное в этом процессе убедиться в том, что вопросы из вашего интерпретативного уровня, они ведут к каким-то вопросам на уровне принимающего решения. Потому что было бы неправильно, если бы ваши вопросы с последнего уровня, и люди отвечали бы на них без какой-либо подготовки. Thank you, Vladimir. Okay, I think that's enough practice on that. Let's go to some of the other questions, if that's okay. Спасибо, Владимир. Я думаю, что на самом деле достаточно практики. Пойдемте теперь, давайте будем отвечать на некоторые вопросы, если вы не против, которые были заданы. So now everybody can turn their mics back on, because when we get to these questions, everybody gets to answer. These are not just, I don't just get to be the only one that talks. Для того, чтобы работать далее на следующем этапе, я хочу, чтобы все включили свои микрофоны, потому что на этом этапе я хочу, чтобы говорили все остальные, не только я. Будем отвечать на вопросы, используя всех. So after I got these questions, I divided them into 5 categories. После того, как я получил эти вопросы, я разделил их на 5 категорий. So the 5 categories, you want to just read those? Like everybody can read them, right? Я хочу, чтобы вы прочитали эти категории. So I'm just going to read 1 or 2 questions from each set to give you an example. Я прочитаю 1 или 2 вопроса из каждой категории для того, чтобы дать вам пример. And so the first set is facilitator role. And I think this question came from someone in last time's webinar, I think. Итак, первый вопрос, в первом этапе, первой категории, первый вопрос, это будет о роли фасилитатора, и Ларри думает, что этот вопрос был от человека, который участвовал в прошлом вебинаре. So, how to handle difficult situations during the workshop, one person dominating the whole conversation, a sinister person, or too emotional, etc. Все могут прочитать вопрос. Всем видно, правда? Anybody have any ideas? You can talk. Если у кого-нибудь какие-то идеи, может быть, вопрос, это будет о роли фасилитатора, и Ларри думает, что этот вопрос был... Я ничего не понимаю, что сейчас происходит. Все в порядке, присоединился новый участник и не выключил, у него YouTube идет. Я уже выключила микрофон. Угу, все в порядке, можно говорить. Можно продолжать. Кто-то хочет что-то сказать по этому поводу? По поводу злобного участника это очень хорошо. The sinister person is a very good question. Yes, I thought that was a good question too. Да, я тоже считаю это хорошим вопросом. I was trying to figure out what that word means. Я пытался понять, что значит это слово. I assume it meant somebody that was evil or intended to harm the group. Я так подумаю, что это слово означает качество человека, который есть злой, и у него есть намерение каким-то образом причинить вред группе. Which is different than a difficult participant. Что на самом деле сильно отличается от просто сложного участника. A difficult participant can be somebody who just acts differently than I expect them to, or blocks my process. That's different than someone who's sinister.
Сложный участник – это участник, тот, который ведет себя совсем не так, как я хочу, чтобы он себя вел, или как есть у меня картинка, как он себя должен вести. И это на самом деле блокирует мое восприятие и мое поведение, но он сильно отличается от злобного участника, это не одно и то же. Does anybody have any idea what that word means or what the intention was behind this question about Кто-нибудь sinister? может мне сказать, есть ли у кого-нибудь мысли по поводу этого слова или интенции, которые испытывает этот человек в вашей группе? Если он есть. Я могу. Но могу уступить Оле. Оля, кажется, да? Оля хочет сказать, Оля, да? Я? Меня? Ты имеешь в виду меня, Свет? Да, ты просто включила микрофон, и я сразу тебе передаю слово. Ну, я думаю, что тот участник, возможно, стоит подумать о том, почему он это делает, почему он стал злобным. I think that the first thing that we have to do is to consider his intentions and to decide why he has chosen to become sinister. И если это вопрос, что с ним делать, да, то такое в самой широкой рамке, что я думаю, что можно с ним делать, это не отвечать на его злобность своей злобностью, не вовлекаться эмоционально. And to answer this question, I think that what we can do with that kind of person, we cannot respond to his evil behavior, and we can try not to be emotionally connected to that behavior. Мне кажется, это первое, с чего стоит начать. This is the first thing that we should start with. Well, this is... Go ahead. Что делаем? Продолжайте. Да. На конференции в Москве прозвучала интересная мысль, что иногда злобный участник... Ань, чтобы ты успела переводить, Мария. So, during the Moscow conference, I heard a very interesting thought, that a sinister person он злой не на фасилитатора и не на группу, а он таким образом проявляет чувство к человеку, который пригласил и организовал фасилитацию в компании, но не может эти чувства проявить ему напрямую. То есть он злой на руководителя, а отрывается на фасилитаторе или на фасилитации. So the idea was that this sinister person is angry not with the facilitator or the group or the facilitation process itself. He expresses feelings of indignancy towards the person who organized that facilitation, like top management. And because he just cannot express his feelings towards that management, he expresses this evil towards the facilitator. Well, I think that's right. I brought my face back so you can see me. I chose the piece about sinister for me is that means there's someone in the group who has destructive behavior either toward the facilitator or toward the group. Причина, по которой я выбрал этот вопрос про злобного человека, это поведение злобного человека, оно является разрушающим на самом деле по отношению к группе или по отношению к фасилитатору. And the key is that you, if the group is in danger, as a facilitator, you must protect the group. И основная мысль заключается в том, что если группа находится в опасности от этого человека, то ваша роль как фасилитатора этой опасности защитить группу. Now, as I've said before, I try to interview everyone before I start facilitating to make sure that I have some idea of what the sense of the group or the sense of the individuals is. Как я уже говорил ранее, что каждый раз перед фасилитацией я стараюсь провести интервью с каждым участником фасилитации для того, чтобы убедиться в
том, что я чувствую группу и чувствую каждого участника, который приходит в эту группу. But if a person is truly trying to be destructive, we have to protect the group. So we have to help the group take ownership of their power and to deal with whoever the person is that is causing that disruption. Но на самом деле, если человек ведет себя разрушительно по отношению к группе, то наша задача помочь группе взять на себя эту власть для того, чтобы избавиться от разрушительного поведения человека. Now, most of the time, what's going on is something which you can deal with by helping that person participate. In other words, if they feel heard, then a lot of the energy, a lot of the emotion begins to be more effectively used rather than being blocked. So most of the time, as long as you facilitate them into the conversation, they begin to participate and begin to lose that energy. Итак, что происходит, когда вы начинаете процесс фасилитации с подобным участником? Ваша задача помочь этому участнику включиться в разговор и максимально помочь ему принимать участие. Потому что когда человек испытывает негативные эмоции, эти эмоции начинают очень эффективно влиять на процесс коммуникации, и ваша задача обратить эти эмоции на самом деле в хороший разговор и вытащить, и чем больше он принимает участие в разговоре, тем меньше негативных эмоций у него остается. But if this happens to you, it's one of the times you will be very happy if you have a partner. So that there are two of you, and therefore you don't have to handle it alone. Но на самом деле хорошо бы, если такая ситуация случилась, хорошо бы, если бы вы работали с партнером, с кофасилитатором, потому что в этом случае вам не придется справляться с этой ситуацией в одиночестве. All right, shall we go to the next question? Larry, do you have the translation from Svetlana? I do. Okay. She had a group there, the group kicked the person out. That's nice to have the group take ownership and responsibility. Sometimes the sinister person has power in the group, and so it can be more difficult. Это очень хорошо, что у вас произошло подобное, потому что иногда у этого злобного человечка есть власть над группой, и тогда с ним гораздо сложнее справиться. I did have to stop a group once, take a break, deal with the person, and then come back and start again. Однажды мне пришлось остановить процесс в группе, объявить перерыв, переговорить с этим человеком и затем вернуть процесс обратно. But again, most of the time, facilitation itself supports people dealing with those kind of energy and allows them to participate, and so they feel respected and they begin to deal with their own emotions most of the time. Но в большинстве случаев я хочу отметить, что фасилитация сама по себе является очень большой поддержкой для подобных людей. И в процессе фасилитации, в процессе разговора люди учатся справляться с подобного рода эмоциями, и это приводит к хорошим результатам. The second category was called newbie questions. Вторая категория вопросов, она называлась «Вопросы от новичков». As a new facilitator, I'm worried about group dynamics. Remembering all the steps are challenging enough. What will help me? Any thoughts? Вопрос, я думаю, виден всем, да? Ларри спрашивает, есть ли у кого-нибудь какие-то мысли по этому поводу? По-моему, тут два вопроса в одном. Отдельно динамика, отдельно шаги. Это касается молодых. There are actually two questions here. The first one is about dynamics, and the second is about steps. Yes. So do you have thoughts about either one? Or both? Да, есть ли у вас какие-то мысли по какому-либо из этих вопросов, или, может быть, по двум сразу?
У меня представление такое, я много раз сталкивалась вот с этой ситуацией, с динамикой со своим «я» одновременно. Первое, что очень сильно помогало, это четкое следование методологии. So Svetlana says that she had that feelings and she often experienced that feelings. And there are two steps that actually help her. The first one is to strictly follow the steps of the methodology. И второе, это просто нужно доверить процессу. Что именно ты тот человек, который нужен этой группе именно в это время и в этот час. And the second one is just to trust the flow, just to trust the process, because you are the person that group needs at this very moment, and you are the person that that will cope with that group. I agree. I also like Vladimir's answer, trust the group and trust yourself. Ларри согласен, и ему также очень нравится ответ Владимира: доверяй группе, доверяй себе. As much as you can, if you're new, you want to start in as safe a place as you can practice, because you got to practice. You need some place that it's not going to be the group dynamics that get in your way if you can. На самом деле, если вы начинающий фасилитатор, то лучше всего начинать с места, где вы будете чувствовать себя безопасно. И в безопасном в этом месте я не думаю, что динамика группы будет какой-то очень особенной. You can find a partner, that's helpful too. Также вы можете себе найти партнера, который очень будет вам полезен. But the most important thing of all is, as was what Svetlana just said, keep the method simple and stick to your method. That's the nice thing about ORID. No matter what happens, you only have to remember 4 things. Но самое важное, я считаю, что это то, что только что отметила Светлана. Вы должны идти понемножку, маленькими шажочками, вы должны доверять методу, вы должны идти согласно этому методу большими шагами. Вы должны следовать этому методу очень строго и, как он потом пишет здесь в чате, любить группу и найти себе партнера. И на самом деле этот процесс ведет к 4 вещам. Natalia wrote down, according to my translation, I take a mental and map and fit the entire process. Do you want to say a word? Наталья написала, что пользуется ментальными картами, которые вписываются в процесс. Не хотите ли вы откомментировать это как-то, Наталья? Да, конечно. Я использую программу, которая помогает отобразить ментальную карту всего, например, там, консенсуса или, например, всей сессии, если она включает несколько методов. So Natalie says that she uses special program that helps to combine and to make those mental cards. I think that it's kind of mind maps. Okay. Yeah. Это программа MindJet, немецкая, насколько я помню. This is MindJet, something German, as far as she remembers. Ну, до этого я, соответственно, рисую это от руки, ментальную карту. Before that, she draws that mind map she draws. И туда вписываю совершенно все свои шаги, сколько карточек я беру, зная, какое количество у меня группы, какой вопрос я направляющий задаю, какой вопрос кластеризующий задаю. И когда ты сам составляешь эту карту, то это действует еще на уровне очень сильно запоминания, то есть очень хорошо тренирует в плане памяти, и тебе уже тяжело забыть саму вот эту дорожную карту. Вот, и тогда ты можешь полностью сосредоточиться на людях. Ну, это мой такой опыт, да, и то, как я готовлюсь к сессиям. So, what she does is she draws that mind map using different cards, and she, of course, she designs all types of questions, the directive question and cluster questions. And that helps her to memorize the process, to memorize the steps, and it works like a roadmap. And after she does that, it's very easy to remember everything. Cool.
I used to have a friend who drew all of his procedures. He didn't write words, he just drew pictures. And that was, for him, that was the way he could remember everything he was going to do. Ларри говорит, что это очень крутой способ, и у него был друг, который в процессе подготовки, он рисовал всю карту процесса, он ничего не писал, он просто рисовал картинки, и это был его способ справляться. I just wrote down, I print my procedures using large size text on one page. Ларри только что написал в чате, что он печатает свою процедуру большими буквами на одной странице. The point is, whatever helps you to prepare, and this is, our preparation is critical, but finally we have to show up and pay attention to the group that's there, so we have to do both. На самом деле вы должны делать все, что угодно, что вам помогает. Вы понимаете, что подготовка к процессу является ключевой, но вы также не должны упускать из внимания то, что когда вы начинаете фасилитацию, когда вы начинаете работать, вы должны максимум внимания уделять группе. Yes, I like to write a script out, and then I may never look at it again, but I like to write it out. Да, мне очень нравится писать скрипт. Я, может быть, даже им и не воспользуюсь в процессе фасилитации, но мне нравится его писать. When we first started training facilitators, we called it choreography. Когда мы So впервые стали like a делать dance, you're тренинги, preparing yourself. когда мы впервые стали делать тренинги для фасилитаторов, мы называли это хореографией, потому что это было словно танец, который вы готовите для того, чтобы его проводить. Okay, the next category is client management. Итак, следующая категория – это работа с клиентом. So the question is, what are tips or techniques facilitators can use to clarify the demand of a client? And then the second is how to market facilitation. Any thoughts by anyone? Есть ли у кого-нибудь какие-то мысли по поводу каждого из вопросов? Ну, можно я, наверное, по второму выскажу, да, как продвигать фасилитацию. Не знаю, мое мнение в этом вопросе это то, что нет смысла продвигать фасилитацию, есть смысл продвигать решение проблемы или задачи клиента, которые можно решить с помощью метода, можно решить с помощью технологии. So Natalie thinks that concerning that second question, how to market the facilitation, she thinks that there is no need of marketing the facilitation. There is a need of suggesting to find a solution to organizations, and that is something different. То есть все время приходим к тому, да, что пытаются продать какой-то метод, что именно продать, да, вот, а клиенту на самом деле все равно, с помощью чего вы это решите, да, с помощью чего там решится его. The thing is that we should always keep in mind that we are not selling the method of solving the problem. What is interesting for the client is the solution, is the result, and it doesn't matter to him or to her what kind of method you will be using during the process. И уже когда продано решение, да, этой задачи клиента, тогда уже можно говорить, это решение мы будем реализовывать с помощью такого там замечательного метода, да, как ToP фасилитация. И каждый раз, когда мы начинаем сессию, мы тоже представляем и говорим, что мы с вами будем работать, используя метод ToP фасилитацию, делаем небольшой экскурс для того, чтобы людям было прозрачно и понятно, что сейчас с ними будет происходить. Да, но первично, чтобы не пугать клиента, чтобы имела возможность быть продажа, да, мы говорим о продаже решения. Ну, это, по крайней мере, мой выход, который показывает. Ой, я так люблю, когда люди так разговаривают много и думают, что я все помню. So what Natalie considers to be the right thing is to suggest to a client the way to solve the conflict, if there is a conflict, or to find a solution to some problem that is arising in the organization. And when the solution is already solved, and when she is starting the process of
she's starting the process, that is the time to introduce the method. That is the time to say a few words about ToP facilitation and how it works and what are the tools. So the first thing here, she thinks, is to find the solution of the conflict, to find the way to help, and then to introduce or to sell that ToP facilitation method. Okay. Any other thoughts? Есть ли у кого-нибудь еще какие-нибудь мысли? In terms of the client, the first thing when a client calls is to find out what they think their problem is. На самом деле, когда дело касается звонка клиента, который звонит обращается за помощью, для начала вам нужно выяснить, в чем состоит проблема. Often they don't necessarily know what facilitation is. They just have heard what you do is good for what they have. So you have to find out what they think. Когда вам звонят клиенты, они не обязательно знают о том методе фасилитации, который вы используете. Они звонят вам, потому что знают, что вы можете сделать работу, которая им нужна очень хорошо. Then secondly, you have to decide if you think facilitation can actually help them. Во-вторых, после того, как вы выслушали его проблему, ваша задача решить, сможет ли фасилитация помочь в решении этой проблемы. And when I asked for questions, one of the people that replied said, you also need to ask them if they really want participation. И на самом деле explain what facilitation does, because sometimes clients don't really want input from everybody. They just want some other method, some other way to have a solution. И на самом деле вы должны объяснить заказчику, что такое фасилитация, что такое партиципативный процесс, потому что очень часто случается так, что они не хотят фасилитации как инструмента для решения своего вопроса, они просто хотят решения проблемы. Then we just once we have that, we have the basic agreement. Then we have to continue exploration to see if we understand all of what it's going to take. И как только мы получаем основное такое согласие, затем мы должны сделать исследование для того, чтобы понимать, что нам нужно сделать для того, чтобы прийти к решению той или иной проблемы. Now, some facilitators are commercial, so they're working as a business, which means one of the questions is money. Does the client have the money, enough money to pay them for what all they would like to do? Например, существуют такие фасилитаторы, которые очень ориентированы на деньги, бизнес-ориентация, и в таком случае самым главным ответом на вопрос, самым главным вопросом для клиента, для них будет, если у клиента деньги для того, чтобы он заплатил. If they don't, what are you going to do? In other words, if they ask you to help them and you say, well, it will take 3 days, and they say, I have enough money for 1 day, then you have to make a decision as to what you're going to do. Если, например, у клиента нет денег, вы говорите, что для того, чтобы решить вашу проблему, нужно 3 дня, клиент отвечает, что у него есть только деньги только на 1 день, тогда вы должны решить, принять какое-то решение, что вы будете делать. Now then, if you're working in nonprofit or government or other sectors, money may not be the biggest barrier, but there still may be issues around making sure people are committed to really wanting to do this. Если вы работаете в организационном секторе, где деньги на самом деле не являются такой уж большой проблемой, и деньги не являются краеугольным камнем, но могут появляться другие вопросы. Например, достаточно ли участники вовлечены в процесс, или достаточно ли они будут вовлечены в процесс, достаточно ли они ориентированы на результат в этом процессе. So you have to figure out questions that help you understand them and help them understand what you're moving toward. Итак, вам нужно продумать вопросы, которые помогут вам понять клиента, клиенту понять вас и понять направление, в котором вы будете работать, будете двигаться. One moment, please.
Там есть на экране вопрос к Ларе. Где? So Larry, there is a question to you. I don't know where, but... Yes, what's the question? Да, какой Сейчас вопрос? вопрос на экране с YouTube. Ларе, какое образование нужно иметь, чтобы стать фасилитатором, спрашивает Андрей Казаченко. Он смотрит на твой Larry, what education you should have to become a facilitator? That is the question from YouTube. What question? What what education should you need to be a Yeah. facilitator? Yeah. Go to ICA's ToP courses. Is that is that the Идите question? на курсы ICA. Anybody can be a facilitator. Любой человек может стать фасилитатором. Everybody is a facilitator. Каждый человек уже является фасилитатором. So part of what it is, becoming a facilitator partly is learning to pay attention to what you're already doing. На самом деле, настоящий фасилитатор, чтобы стать настоящим фасилитатором, означает очень много уделять внимания тому, что вы делаете. So I'm trying to figure out what the question about education means. There are a lot of there are several universities now that have facilitation courses. На самом деле сейчас есть несколько университетов, которые предлагают курсы фасилитации. Often they're part of organizational development or they're part of management training and things like that. Очень часто эти курсы являются частью процесса обучения к организационному развитию или к курсам менеджмента. But for most people, what they need is to go to some basic facilitation courses and start practicing. Но для большинства людей все, что нужно им сделать, это пойти на какие-то основные курсы фасилитации и начать потихоньку практику. And obviously, since I'm with ICA and I know the courses, I know those are good courses. I know there's some other good courses out there, but I can't think of any just off the top of my head. Но так как я член ICA, я знаю процессы, как преподаются эти курсы, как проводятся тренинги, я понимаю, что в мире есть какие-то другие организации, которые проводят подобные тренинги, но я могу думать только об ICA. So I'm not trying to say ICA is the only answer, but it's a good answer. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что ICA это не единственный ответ, но это очень хороший ответ. I'm just noticing our time. Our 75 minutes is actually up. Я вижу, что наше время заканчивается. I'm just putting up the last question, which was how to react to a situation when facilitation cannot be continued due to strong perception of the participants, or when all the members stay silent, what should you do? И последний вопрос будет вопрос, который вы видите на слайде. Как реагировать, если фасилитация не может продолжаться, и что делать фасилитатору, когда группа молчит? The first answer is the group is always right. Первый ответ заключается в том, что группа всегда права. So if there's a reason that the group cannot continue, then the group cannot continue. So there's some reason that they got blocked. И если случается так, что группа не может продолжать, то это значит, что группа не может продолжать, исходя из каких-то причин, по которым группа эмоционально заблокирована. So the first key is what we talked about earlier in the preparation. When you're talking to your client, when you're talking to people, most of this can be dealt with at that point so that you're not caught by surprise when the process starts. И на самом деле основной ответ на этот вопрос заключается в том, что вы должны очень много внимания уделить этому на этапе подготовки. Когда вы общаетесь с заказчиком, вы должны предвосхитить все возможные проблемы для того, чтобы у вас это не застало врасплох в процессе процесса. If you're dealing in a public situation where a lot of people are coming in, you need to be prepared for
a strong context, a strong opportunity for people to understand why they've been invited, why they're there, etc. Но если вы проводите фасилитацию в какой-то общественной организации, у вас должен быть подготовлен очень сильный контекст, благодаря которому вы сможете донести до людей ответ на вопрос, почему они здесь, почему они принимают участие в фасилитации, почему это важно. So I know we're running over time, so I want to stop, but if you want the rest of the questions and the answers that I came up with, let Svetlana know. If you have more questions, please send them, and we'll keep adding more questions. У нас заканчивается время, поэтому если у вас появляются вопросы, пожалуйста, присылайте вопросы к Светлане, она пришлет их мне, и мы их дополним в этом своем. And in 2 weeks, we're going to do another method. We're going to do the workshop method, and I have to do some homework before that because we're going to use a new technology, not new to some of you, but new to me, so I have to practice a little bit. Через 2 недели у нас будет новый семинар, который посвящен воркшопам, поэтому я должен сделать домашнее задание, потому что этот метод немножко новый для меня. So thank you for joining this evening, and Anna, thank you for the wonderful job translating. Thank you, Larry. Thank you very much. Спасибо всем большое, что были сегодня с нами, и до скорой встречи. Is there anything anyone would like to say to close before we stop? Кто-нибудь хочет сказать, прежде чем мы закончим? Да, я вывожу на экран сейчас рекламу тренинга, который будет проходить в России и Украине. So I'm trying to download the advertisement of the facilitation training that will take place in Ukraine. Это один из ответов на вопрос, как стать фасилитатором. That will be the answer to the question how to become a facilitator. Yes. If you want to come, we're also doing one here in Taiwan at the end of this month. Если вы хотите приехать, мы проводим точно такой же тренинг здесь, в Тайване. It's bilingual English and Chinese, but we haven't really got Russian right now, but we had enough people come, we could work it out. Он, на самом деле, двуязычный, на английском и на китайском, но мы можем сделать и на русском. Есть все проще вариант. Мы приглашаем Ларри снова к нам в Украине. Он проводит этот тренинг в Украине. Larry, there is one more variant. You come here to Ukraine and you give the training to us. We will see if that works out later this year. I'm not sure yet, but whatever needs to happen will happen. Мы посмотрим еще в конце года, пока не уверен, но все, что должно случиться, оно случится. But I know Bill Staples is coming later this year, so I know you got other people, and plus Natalia does a great job on training, and others in Ukraine do a great job training, so you don't have to have other people come. Я знаю, что приезжает Билл Стейплс, я знаю, что много других людей приезжает, поэтому и я также знаю, что Украина делает совершенно прекрасные тренинги, поэтому зачем вам нужны другие люди, которые будут приезжать? У Лэри есть еще много других тренингов, о которых мы еще даже не знаем. Natalie says that you have lots of other trainings that we are not aware even of. This is true. So we will work it out. Whatever needs to happen will happen. Мы будем над этим работать, и все, чему суждено быть. Ну, то есть это да. Билл нас подразнил 60 методами фасилитации. Bill said that there are 60 methods of facilitations, and we are eager to hear about all of them. И оставил в неведении. Yes. Bill likes to talk about 60 methods of facilitation. Well, we will figure it out, and I don't promise all 60, but we will continue to expand and practice either virtually like this, or else we will have different people come in, because we need to share these things, and this is ICA Ukraine is doing a fantastic job of pushing everybody in the world to make sure they share more effectively.
and this is good. На самом деле очень много существует, правда, методов. Я не обещаю, что я расскажу вам обо всех 60, но на самом деле мы будем проводить такие семинары и будем распространять подобные знания либо виртуально, так как мы делаем сейчас, либо кто-то будет приезжать к нам, потому что на самом деле нам нужно делиться подобными знаниями. ICA делает фантастическую работу в этом направлении, потому что они подталкивают людей для того, чтобы они делились своими знаниями более эффективно. But I also have facilitation groups in Hong Kong, Korea, Taiwan, Shanghai, Beijing. Но у меня также есть группы фасилитации в Гонконге, в Корее, в Шанхае, в Бейджинге, я забыла, как переводится. So I need to share to make sure I cover everybody. Поэтому мне нужно делиться для того, чтобы убедиться в том, что я работаю со всеми и я уделяю достаточно внимания всем. Paris, Ukraine, Chicago, etc. Париж, Украина, Чикаго и так далее. But Ukraine is one of my favorite places, so I do hope to figure out a way to get back. Но Украина одно из моих самых любимых мест, поэтому я сейчас активно ищу возможность вернуться сюда. And if nothing else, I'll get back in 2 more weeks virtually. И если ничего не помешает, то я буду с вами через 2 недели виртуально. All right, so take care, everyone, and good night. Спокойной ночи. Thank you, Larry. Thank you. Thank you very much. And we are waiting for you in 2 weeks. Мы ждем через 2 недели с нетерпением. Мы будем более готовы, уже подготовимся с вопросами, вот, и будем атаковать. We will be ready to ask a lot of questions to you. All right, so good night, everybody. Good night. Have a great day. Bye. Yep, bye-bye. Хорошего дня всем. Спасибо большое. Аня, спасибо. Thank you. Ребят, спасибо всем.